Всех приветствую на канале Майер, зрителей, подписчиков, где я делаю обзоры, делюсь разными идеями, самоделками, много всего разного интересного. А сегодня, значит, у меня будет обзорчик, где я проверю полностью вот такую автомобильную зарядку с функцией Quick 3.0. Характеристики у нее 18 Вт, значит, на нижнем порту выдает до 3 ампер, верхний порт 2,4 ампера. Сейчас мы это дело все протестим, проверим. Для этого я подключу к лабораторнику. Мне так проще, чем в машине бегать. Постоянно здесь можно, значит, вращать ручку и смотреть за напряжением. Как он себя поведет. Давайте, у нас аккумулятор сел. К примеру, 11,5. Да? Значит, работает. Давайте включу ниже. Don't burn it down. Burn it down. Регистрируйся на Майер или пролетел. Burn it down. Опускаю напряжение. Смотрим нижний порог для этой зарядки. Вот начинает моргать 9,5 вольт и предупреждает низкое напряжение. Так, давайте включим опять в этот порт и завысим напряжение. Допустим, у нас неисправно электрооборудование в автомобиле. 15 вольт и начинает моргать, сигнализирует, что у нас. И если мы едем в машине, все равно боковым зрением мы увидим вот это моргание, сигнализацию. Но есть такая функция, и я ее показал. В общем-то, не в этом дело. Как она заряжает? А заряжает она разные смартфоны, телефоны на разных, значит, процессорах. Snapdragon, здесь МТК. Сейчас мы подключим тот и тот, проверим. Но прежде всего я проведу вот такие синтетические тесты с помощью электронной нагрузки. Включаю, выставляю, значит, верхний у нас обычный порт, выставляю ток 2,4, как заявлено. Нагружаем. Давайте покажу так поближе. В общем, можно заметить, что при заявленных 2,4, 2,9 выдает. И я вам скажу, такой ток может выдавать как бы продолжительное время. Не скажется на работе. Так, теперь давайте нижний порт. И, кстати, замечу, если мы подключаем там видеорегистратор, верхний порт там, и у нас есть там 1 амперная нагрузка, да, с регистратора, то у нас работает снизу и показывает напряжение бортовой сети. Так. Но когда мы переключаем на быструю зарядку, здесь, значит, в окошечке мы можем увидеть напряжение заряда и ток заряда. То есть переводится в такой режим. Проверим режим 2.0 сначала. Смотрим, значит, на экране у нас 5.25, 9.30 и 12.3. Есть такое, да, дело? Теперь 3.0 проверяем. И начинаем постепенно поднимать напряжение. Лампочка уверенно горит. Триггер видит, что 3.0 есть имитация. 6.83 и пошло подниматься. 7. 7,65. Ну и давайте посмотрим. У нас должно быть по заявленным характеристикам где-то 1,5 ампера выдавать этот порт. А суммарно 18 Вт. Ну вот я выставил 2 ампера. Ничего страшного. Ну, давайте все-таки до 12 дойдем. Так. Так, дошли до 12 и 1,5 ампера дает.
12 вольт, 1,5 ампера. 18 ватт показывает. Работает, справляется. Идет преобразование постоянного напряжения в пониженное постоянное напряжение, и в этом переходе сильно нагрева не ждать. Так, ну все отлично, все прекрасно. Так, давайте еще на 5 вольтах, да, включаем 3.0, 5 вольт, 3 ампера. Проверим. Поднимаю смело до 3 ампер. Видим напряжение 5.33, 5.34 и нисколько не колышется. 3.15 на выходе, 16 ватт. Все отлично работает. Теперь как будет заряжаться в реальных условиях? Значит, берем магнитный кабель, но мы в автомобилях обычно магнитными кабелями, нам так проще, пользуемся. Да, и 3-амперный магнитный кабель подключаем телефон Xiaomi на процессоре Smart Dragon. И видим, сразу пошли значения 7,72 вольта и 1,8 вольт. Ну, 1,9 практически. То есть 2 амперами будет заряжать, сейчас разгонится, все будет нормально. Так, а если мы так не включаем планшет? Планшет на базе МТК. Так, ну, может более это качественное. Так, наверное, вот здесь более крупно, более наглядно можно увидеть вольтаж. Давайте подключим, посмотрим более наглядно. Вот видим 5,2 вольта и ток через магнитный кабель для зарядки планшета 1,71. Ну, 1,75. Довольно-таки быстро зарядится планшет. Надо понимать, что в каждом телефоне, в каждом устройстве свой стоит контролер заряда, который ограничивает, значит, ток. Ну и давайте в конце подведем итоги. Значит, само устройство такое симпатичное, компактное, сделано качественно, материалы. Здесь вот, по-моему, даже металл, вот этот ободочек. Характеристики, которые заявил производитель, полностью подтвердились. Верхний порт 2,4, вместо 2,4 ампер 3 ампера, нижний порт 3 ампера спокойно выдают. Все зависит, ребята, дальше вы покупаете к своим гаджетам, какие у вас там внутри телефона стоят контролеры заряда. И не важно, что у меня магнитный кабель 3-амперный, который я уже его проверял, зарядное устройство 3-амперное, заряжается 2 ампера. Это максимально, что может принять телефон, потому что дальше идет нагрев-перегрев и снижается ток. Все зависит от контролера. Данная зарядка подойдет и для грузовиков. Подключаем 24 вольта. Видим, все прекрасно. Бывают частые вопросы, подойдет ли к грузовикам. Подходит. Тест был бы неполный, если не разобрал. Не прогадал я, не прогадает ты. Купи, в описании ссылка. Ребята, все на этом. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, переходите. У меня на канале 300 видео. Видео 2 раза в неделю. Это был Майер. Про лампочки кое-что интересное для вас сообщить. Что я заметил, подметил. Значит, вот эти лампочки китайские, бывает, что перегорают. И надо просто снять вот этот колпачок и заменить несколько сгоревших светодиодов. Как проверить, которые уже светодиоды, значит, хана приходит. И вот смотрите. Наблюдайте, какой эффект. И видно, который светодиод на замену. Вот, видите? Вот. Так, вот смотрите, вот сейчас я включу. В темноте. Вот она светит. Выключаю. И видите, вот дотрагиваюсь. Уже нагрелась.
И вот эти два светодиода вовремя поменять, и лампочка будет дальше служить. Вот такой интересный эффект. Какие мысли, интересно, пишите. Это был Майер. До новых встреч.